Volkswagen Das Auto. Идем в музей Volkswagen. Я знаю, что у нас многие говорят Volkswagen, но правильно это Volkswagen. Народный автомобиль. Тут вообще обычно много машинок наставляют до самого верха, но почему-то сегодня нету их. Сейчас вам расскажу немного интересных фактов. За все время на этом заводе собрали около 165 тысяч автомобилей. Мы вот в таком небольшом магазинчике у них. Если честно, тут не особо что-то есть интересное, поэтому идем в сам музей. Сказали, что не нужно нам платить, потому что это бесплатно, если без экскурсии, без экскурсовода. То есть, если вы сами придете, то можно самим зайти бесплатно походить. Тут вот такое вот пространство, как видите. Очень много места. Мне интересно, как куда можно сейчас зайти. Видите, тут все вот как-то переплетено, что надо еще разбираться, куда идти. После 24 лет производства сборку машин приостановили. Сейчас это место является выдачей машин. Также там проводятся экскурсии и выставки. Смотрите, сюда можно зайти вот в этот шар. Мне интересно, что тут. Это, видимо, какой-то кинотеатр. Этот завод был создан не столько ради объемов производства, сколько как витрина технологий и имидж-проект Volkswagen. Показать, что производство может быть прозрачным, экологичным и открытым для людей. Почти все здание сделано из стекла. Как я и говорила раньше, что вот вы за эту стену можете зайти именно только с экскурсоводом. То есть, если вы хотите сами походить, то это только вот здесь вы можете находиться. И все получается. Именно за стену, там, где вы хотите посмотреть на производство, на моторы. Вообще, в принципе, из чего состоит машина, то это вам туда, и это уже платно. А я просто поделаю красивые фоточки. А еще также у них можно посидеть в разных машинах. Интересный такой музейчик, если честно. И у них очень комфортные салоны. Все так автоматизировано, прикольно. Небольшой Get Ready With Me. Собираюсь на прогулку. Очень люблю себя видеть собранной и нарядной, поэтому сборы доставляют мне удовольствие. Итак, я снова на Augustus-Markt. Сейчас распускаются везде крокусы, подснежники, очень красивые фиолетовые эти цветочки. Сейчас вам все покажу. Это все также находится на Golden Reiter, а именно на Золотом всаднике. Посмотрите на количество этих цветочков. Они вырастают вдоль всей аллеи. И мы двигаемся дальше. Подходим ближе к речке Эльбе. Как вы поняли, это другой берег Дрездена, но также являющийся центром. На этой стороне часто проводят различные мероприятия. Так снимаешь? Я не понимаю, что ты снимаешь. Снимаешь. Как видите, тут очень открывается красивый вид. Мы любим очень тут фотографироваться. Поворачивай со мной. Вот там, да. Сейчас голос пропал, люди пройдут. Сейчас все настраиваем. Так вот. В той стороне находится... Пиздец какой. В общем-то, в той стороне находится Дрезденский Ландтаг. Это, то есть, наше правительство дрезденское. С этого места видны все достопримечательности. Что-то начало моего рассказа не задалось, но прервусь. Ну, модель, просто посмотрите. Ну, это просто ужас. Ну, тут просто, когда начинаешь что-то записывать, начинаются одни задрочки. Это неадекватно. В общем-то, когда наступает весна, всегда любят люди сюда прийти, посидеть, сделать пикники. Здесь очень много, как видите, места для этого. И также мое любимое место, это вот как раз-таки. Люблю сюда прийти со своими друзьями, посидеть, покайфовать, так сказать. Так как было тепло и был выходной, видимо, очень много людей вышло прогуляться, и город снова ожил. Итак, мы снова на нашей любимой террасе. Как я рассказывала, тут открывается очень хороший также вид на вот эти прекрасные замки. У нас очень много, на самом деле, каких-то локаций, таких старинных. Я очень люблю такое. Я каждый раз все фотографирую и все снимаю, как будто бы я первый раз приехала в Дрезден. Но правда сложно не снимать все. Погодка классная, радует. Наконец-таки за долгое время я могу легонько одеться, покайфовать. И как видите, намного пооживленнее стало. Ну прям намного. После холодов ощущается вот эта оживленность. И также я уже подошла к Фрауенкирхе и даже зашла внутрь. Посмотрите, какая внутри красивая и большая церковь. Церковь находится на площади Ноймаркт. В саму церковь можно зайти бесплатно, но также есть возможность подняться на купол. И это уже за отдельную плату. Это действующая евангелическая лютеральная церковь. А также возле Фрауенкирха мы не просто так, а потому что я хотела давно сходить в очень красивое кафе. Конечно же, вы идете вместе со мной. Ресторан называется Козель Пале. Это и кондитерская, и ресторан с французско-немецкой кухней. Так как я и думала, тут много людей. Так что, например, если вы хотите сидеть внутри в красивом месте, возле картин, возле шикарных люстр,
то это, конечно же, лучше бронировать заранее. А так мы съездили тоже на улицу, тут более свежее, просто очень душно. Если прислушаться, можно услышать музыку. Я как Наполеон какой-то сижу. Классическую. На улице было очень приятно сидеть. Такая историческая атмосфера с видом на Фрауенкирхе. Сейчас уже стало попрохладнее, если днем было тепло, то сейчас уже прям ощутимо холодно. Видите, как раз таки сзади меня это Фрауенкирхе, которую я вот, наверное, в своем первом видео показываю так крупно. Там, где находится Фрауенкирхе, это Альтштадт. Вы можете услышать, колокола звенят. Который час? Вопрос. Ладно. Я надеюсь, я это записываю. Так, в общем-то, я не закончила. А сколько оно звенеть будет, вопрос еще? А когда мне записывать видео? Ладно, не важно. Ну и тут в основном вот такие всякие исторические здания. Так, сейчас, как вы могли бы услышать, сейчас полный дурдом происходит, потому что все башни звенят. Как вы могли бы знать, у нас много башен. Потом я забежала в H&M. Моя любимая фраза спонтанно решила купить. А именно купила вот такие милые джинсы. Как видите, серые на низкой посадке. Вот что-то на весну такое хотелось. Так, я снова на этой ярмарке. Как видите, она до сих пор работает. Я не знаю, когда у меня этот влог будет выходить. Но ярмарка работала, как вы поняли. Это новый день, а значит новые приключения. И мы снова на автобане, теперь уже можно погонять. Помните, как мы добирались в Новый год вообще? Что особо даже и не разгонялись. Всегда, когда едем по этой трассе, видим дом, где мы жили раньше. А именно в городе Пирна, на немецком это Пёна. Ностальгируем, так сказать. И сейчас вы увидите, куда мы в итоге приехали. Итак, мы приехали в Альтенберг, это такой лыжный курорт. Я сегодня кататься не буду. Я такая, знаете, как группа поддержки. Ну, и как фотограф в основном. А также у меня в планах зайти в кафе, очень красивое. Но не знаю, успеем ли мы, потому что оно работает до 17, а сейчас уже почти 16. Вообще, я считаю, что когда-то мое время придет, я стану на лыжи или сноуборд, но сейчас не то время, как вы поняли. На удивление тут мало людей. Хотя не на удивление, потому что же все-таки весна, уже скоро закрытие этого всего дела. Повезло, что это был будний день, и повезло с такой погодой. Тут вообще можно арендовать как бы и лыжи, и сноуборд. Но в этот раз мы как бы со своим уже прикупили. Сейчас у меня есть одна фраза, которая просто идеально подойдет. Ебануться, санки гнуться. Я бесплатно работаю фотографом тут, понимаете? О, короче, это я говорю за то, что кафе закрывается сейчас уже через 30 минут. А у меня никто, понимаете, не собирается уже закругляться, все такое. Не, ну только я могу, только я приехать на горнолыжный курорт и не кататься на лыжах. Вообще ни на чем не кататься, чисто так стоять. Ну ладно, пофиг. Я же говорю, мое время еще придет. Причем хотелось бы встать на лыжи в более приятной компании, нежели своей мамой. Она только меня задрачивать, а может выйти. Звезда. Так, вот как раз таки это кафе. Такой яркий домик. Сейчас вам покажу. Там очень прикольно внутри. А на немецком так и звучит название Buntes-Häusel, то есть яркий домик. Смотрите на всю эту красивую посуду, на все эти декорации. В основном все украшения и вся посуда это фарфор. А также, как пишут на сайтах, у них домашнего приготовления десерты. А еще, конечно, не совсем удобно, что кафе работает до 17 всего, потому что грустно было бы туда не попасть. Сейчас кафе закрывается через 5 минут, но я как бы вписалась по времени. Мне очень неловко, я тут сижу одна, кафе закрылось, работники уже все убирают, а я такая... Я не знаю, мне надо ускоряться супер прям. Тут очень все прикольно, потому что тут подают даже блюда на фарфоровых тарелочках. Ладно, все, я подобрела, я больше не злая, как собака. Все успела. Кстати, вообще на улице на самом деле тепло, но так как здесь лыжный курорт, тут как бы прохладненько. День был довольно-таки продуктивным, а также мы уезжали с красивым закатом. Это было 3 марта, а 3 марта начиналась кровавая луна. Получается, мы застали лунное затмение. Мы очень удивились, она была огромная и яркая, и также полюбовались видом на город. Вечер, как обычно, начинается красиво и цивилизованно, но каждый раз заканчивается фразой «я больше не пью». Расскажу и покажу особо без подробностей, но, как всегда, гуляли по центру, зашли в промежуток всего покушать, в моем случае попить. Такой детокс на милкшейке получается. Я просто, когда пью, мне вообще кушать не хочется. Мы, как обычно, в бильярде. Женя тут? Сейчас будет играть просто всемирно лучший игрок. Было
Обстоятельства сложились так, что я еле попадала по шарам. В этом случае получилось так, потому что я немного выпила. Ну, может, и не немного. Он сейчас такого парашютиста кинул, блин, жалко не записывала реально. О! Заложу мальчиков в крысу, не я одна промахивалась. Возвращаемся в любимые бары. Как всегда, больше начинается все на лайте. Это я имею в виду про шоты. Я вот, если честно, не помню, что конкретно меня добило. Это или был ректифицированный польский спирт, либо же это был абсент. На следующий день мы немного с Женей проехались на машине. Как вы поняли, это был тонкий намек. А так, в целом, за эту поездку ничего нового не произошло. Я, как обычно, поделала все свои дела. И, наверное, с этого момента я буду реже ездить в Польшу. И также еще покатались ночью, так сказать, напоследок. А вот уже на следующий день я была в дороге, а именно возвращалась уже к себе в Дрезден. Погода была очень переменчива, поэтому я застала и радугу, и солнце, и дождь. Ну и, как обычно, не без приключений. Просто обожаю, когда поезда опаздывают. У нас поезд опоздал на 40 минут, поэтому у нас все поменялось. Поэтому мы поздно приезжаем к нам в город. По закону подлости погода еще больше испортилась. Но в такое время приятно ездить в общественном транспорте, так как в такое время обычно мало людей. И ни один мой влог не обойдется без кадров из спортзала. Но я прям уже сухарик. Все как мне надо было. Перед 8 марта пришли в цветочный магазин. Выбираем цветочки сами себе покупать. Красивые такие, огромные. Я вот не знаю, какие взять на самом деле. И вот очень красивые, полосатенькие такие, но они такие меленькие вообще. И я думаю, какие в итоге. Вот эти огромные или вот те. Итак, я уже в Заре купила цветочки. Все, кто будут за мной наблюдать в Инстаграме, будут думать, что мне кто-то их подарил. Но, увы, сама себе купила. А также я в Заре купила вот такой вот верх. Подберу какой-нибудь весенний образ и буду делать фотки. Кстати, нифига себе, ты только заметила, что ярмарки больше нет. Хоть я и говорила, что ярмарка была, ее уже нету, как вы поняли, посмотрите. Направляемся в Starbucks. Сейчас у них весеннее меню. Но, как обычно, на картинке красивее, чем в жизни. Но все равно все такое миленькое. И посмотрите, какие десертики. Мы уже переместились в Starbucks. Сидим тут, наслаждаемся красивыми цветочками, вкусным напитком. Я сейчас дома вообще не могу сидеть, если честно. Это, наверное, началось весеннее обострение. Постоянно хочется куда-то выбраться. Как вы могли бы заметить, я с каждым разом все легче и легче одеваюсь, потому что погода реально радует. Итак, снова идем в торговый центр. В одежде мне всегда чего-то не хватает. Например, у меня есть какая-то база одежды, но постоянно приходится докупать. В этот раз уже не база, а вот такое милое худи. Мне нравится, что оно на мне такое укороченное, что прикольно даже под те же шорты одеть. Так, я снова в новом магазинчике, уже кое-что также купила. Ну, без этого просто никак. Ну, на самом деле, я так странно шатаюсь по магазинам, потому что, знаете, лишь бы что смотрю, мне особо типа ничего не надо, я так, лишь бы что. Кстати, оцените мой аутфит сегодняшний. У меня вот такие мои модные новые джинсики, такие на низкой посадочке, видите, да? Короче, мне нравится. Снова история из разряда «все для меня». Слушайте, короче, еду в трамвае. В итоге слышу по громкоговорителю, водитель трамвая говорит. Типа трамвай будет ехать по другой трамвайной линии, ну и, собственно, куда мне надо, он туда не едет. Что вы думаете? Мне пришлось выйти, идти с тяжелыми сумками, пешочком. Но я пришла до другой остановки, там, где ходит нужный мне автобус. Посмотрите. Но они, вы знаете, с виду не выглядят типа супер тяжелыми, но, блин, поверьте на слово. 8 марта у меня началось не с подарков. Собрала уже штангу. Это у меня тут 55 килограмм. И сейчас будем работать. Мотивацию надо поднять. Я прям зачистила в спортзале. В любом случае лучше, чем ничего не делать. Я сама себе придумываю программу развлечений. И поэтому не скучаю. Изначально на 8 марта у меня никаких планов не было. Но мне не хотелось в этот день сидеть дома. Поэтому я придумала себе новые развлечения. Хорошо я выгляжу? Шикарно. Конечно, шикарно. Что рассказать? Вот так мы проводим 8 марта. Сейчас пойдем ам-ам. У нас тут Стич. Потом играет девочка. Потом, где он, блин, он убежал туда. Какой-то чувак там кружит, танцует, ну вообще. Я такая уже отвернутая. Сейчас повернулся уже. Вот магазин от фирмы Майсен. Как раз таки есть такой город рядом с Дрезденом, в котором находится музей и завод по изготовлению фарфоровой посуды. Сейчас вам покажу.
А вот это как раз таки цены. Мне нельзя ходить в это заведение. Мне хочется съесть все. Найн, подачки угнетателей. Найн, подачки угнетателей. Где моя сила воли? Я каждый раз задаюсь этим вопросом. О, я лишь полисайт. Найн! Я? О, как вкусно! Я безволен! Как я мог? Найн! Но получается я. Несколько кругов было сделано по осьминогам, потом в дело пошли чуросы, и потом пошли пробоваться палочки со шпинатом. А потом еще раз осьминог. Найн! 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 Надеюсь, вы оценили эти вставочки. Но это такса из сезона охоты просто я. Переместились уже в новый ресторан. Позаказывали также еды, напитков. Кстати, большинство моих знакомых постоянно в недоумении из-за того, что я постоянно все снимаю. Ну и типа постоянно говорят, почему ты так много всего снимаешь? А все потому, что я никому не рассказываю, что у меня есть YouTube. Но все-таки мне нужен же материал для моих влогов. Ребята, я надулась, как какая-то бочка. Мне плохо, если честно. Я переела, мы где-то сидим, наверное, с 5 вечера, уже где-то почти 9:30. Мы досиделись прямо до закрытия. С нашей буйной компанией еле вышли с ресторана. Так, 11 вечера, мы уже так досиделись. Нормально, что ни души на улице вообще. Просто посмотрите. Полностью пустая площадь. Ребята, что вы думаете? Я еду на велосипеде. Я и велосипед, бля. Я в шоке. Наша ночная поездочка. Ну, то и видно, что после баров. Зигзагом просто еду. Вау. Едем через лес, через Гроссер Гартен. Это у нас такой большой сад. Как видите, ничего не видно. 8 марта закончилось просто отлично и спортивно. Итак, я, как обычно, на спортик иду. Также по планам зайти в кое-какой магазинчик. Я хочу себе на весну посмотреть розовую жилетку. Надеюсь, она до сих пор еще есть в магазине. Короче, пришла я в свой любимый магазин. В итоге ничего не нашла, ничего не купила, потому что моих размеров нету. Ну, как обычно, все как всегда, все для меня. Вообще в магазине висела одна жилетка, но размера L. Ну, а я, естественно, хотела такую приталенную жилетку. Все-таки сейчас не оверсайз в моде. Но у меня сегодня день верха. В общей сумме я провела в зале 2 часа. Час на саму тренировку и час на сауну. Это конец моего нового влога. Спасибо моим любимкам, которые ждут мои новые влоги. Надеюсь, вам понравилось это видео.